Всем привет! Мы сегодня начинаем выпуск с необычного места, с автобусной станции. Это терминал. Это первый терминал? Это второй терминал, их тут два. Вот. А мы приехали за нашей посылочкой, которая из Бангкока к нам приехала. Будем забирать. В общем, очень непонятный автобусный терминал. Здесь никто почти не разговаривает на английском. Мы тут ходили, искали, где получение посылок. Вообще такого нет, похоже. И связывались с продавцом, чтобы он нас отправил туда, где забрать посылку. Я думала, где-то есть пункт выдачи, но такого нет. А сейчас покажу вам, как выглядит терминал. Здесь все как обычно. Автобусики паркуются, уезжают в Бангкок. Вот этот автобус стоит из Бангкока или... Бангкок-Пхукет приехал или уехал, сейчас не понимаю. Потом здесь еще можно сразу поесть. В Хатьяй уезжают автобусы. Ну, в общем, обычная автобусная станция. И вот там вот внутри можно будет зайти. Она совсем небольшая, с парковкой тут очень туго. Мы еле нашли. И вот так вот просто в терминал внутри выглядит. Подходите, спрашиваете, что нужно, но лучше сразу на тайском языке, иначе вас не поймут. Очень странное место получения. Мы когда сюда ехали, я говорю, их не съели там еще. О, вот они, наши малыши. Ну и что, мы дома. Сейчас будем делать распаковку наших шугаглайдеров, наших белочек. А месье там уже распаковывает, вместо нас требует. Месьеша, тебе интересно, кто там? Скажи, кто там, кого вы притащили? Что? Они такие звуки издают классные. Месье не понимает, что это. Что это? Месье, не суй нос, а то сейчас тебе за носик. Ам? Мне кажется, он расстроится. Месье, ты будешь расстроен, нет? Нормально все? Месьеша. Что там, война просто. Ребятки, подождите, мы сейчас вас выпустим. Да, Оливер, убери свой нос. Ну что, Алис, ты готова к встрече? А, здесь можно вот так дернуть. Это можно просто отрезать. Раз. Ну, кто там? Та-дам! Ой, тихучку не! Видите, за яблочко держится. Ой, они прыгают еще. Агрессивным страшно. Надо их накрыть сейчас, чтобы они поспали. Вот такие у нас новые друзья теперь. Две подружки, точнее. Да, я попозже вам их покажу. Мы сейчас их дораспаковываем и покажем. Реакция Оливера. Он просто подошел такой в шоке. Кто это? Ой, это? Ё-моё, ребят, вы чё притащили? На самом деле, когда мы смотрели фильмы, познавательные видеофильмы о глайдерах, он так смотрел с удовольствием по телевизору. Я надеюсь, что ничего не будет, и он их не съест. Да, Оливер, ты же не будешь их есть? Не в чашку залезли. Мы сегодня приехали в зоомагазин. Вот так он выглядит. Называется Пэташ. Находится он около Лотоса. Вот Лотос. И напротив Макро. Макро, которые у нас на Таланге. Вообще зоомагазинов на Пхукете не так много. И все самые нормальные, большие, они расположены в нашем районе, в районе Вангтау. Есть большой классный магазин. Он называется Шаму. Мы туда всегда ездим. Если сейчас мы не найдем здесь ничего, то поедем туда. И еще есть хороший магазин около Централ. Его недавно открыли. Ну и вот этот, но в этом мы еще ни разу не были. Сейчас покажу. Он работает с 9 до 21. Ну, в принципе, не маленький. Смотрите, тут даже колясочки для животных есть. 3000 бат, 2000 бат. Данька уже спросил то, что нам надо. О, они знают, это уже хорошо. Здесь игрушечки. Ой, Алиса бы точно обрадовалась. Может купить Оливеру? Он на батарейках. Здесь корма. А корма, вот советую в Шаму приезжать. Это недалеко, здесь тоже на Таланге. Там тоже большой выбор. И там в отзывах пишут, что есть все редкие корма. Хотя я здесь тоже вижу, что есть всякие разные. Мы сейчас Оливера кормим роял канином ветеринарным, потому что только он ему, к сожалению, подходит. Мы пробовали разные, перешли на него. Здесь всякие тарелочки, шампуньки. Вот.
Есть. Мы нашли, короче, штуку, чтобы кормить, типа пипетки, набор. Я сразу не заказала, нужно было сразу заказать. Сколько такое стоит? Ой, 79 бат. Да, вот такие вот я на Taobao видела различные. Они были стеклянные, не стеклянные, приспособления для чистки. А есть еда, ну, то, что нам нужно. В Шаму поедем? Так, здесь... О, мы когда-то на Wildberries продавали такие. 210 бат, ничего себе. Мы продавали за, по-моему, 300 рублей. Это 210 бат. Здесь есть тоже лечебная, кстати, серия Royal Canin. Что тут еще всякие вкусняшки есть. Собачьи. Ой, вкусняшек тут вообще очень много. Здесь я где-то еще тортики видела для собак. Были лежанки. Такой светлый магазин, чистенький. Он недавно открылся, я так понимаю. Вот еще корма, роялы. Так, это все собачье. Ну, так что, если нужен зоомагазин, в принципе, сюда можно заехать. Так, это кошачьи, вкусняшки, наполнитель. Сейчас посмотрю, наш наполнитель есть. Мы берем вот такой вот, именно зеленый, тофу. Очень классно, его можно выкидывать в унитаз, никаких проблем не будет. И он блокирует запах, то есть, ну, не пахнет. Мы пробовали разные, пробовали вот этот вот, розовый еще пробовали. Ни один не подходит, только зеленый нам нравится, он нормально пахнет. И есть вот маленькие еще упаковки. Пеленки. В общем, для глайдеров, для наших белочек тут нету. Надо ехать в Шаму. Ну, сейчас заодно вам сниму и Шаму. Вот я нашла, это тортики для собак. Для собак, и, наверное, для кошек. Вот здесь с рыбкой такой вот есть. Salmon Delight. Каким-то кремом. Есть день рождения, сет на день рождения. Да, это для кошек и собак. Вот они внутри. 145, 165. Надо Оливера на день рождения купить. Конфеты вот еще есть. Вот такие вот. Из печени, я так понимаю, ливер фурера. Ливер фурера. Сосиски вот тут еще какие-то. А здесь всякая разная еда тоже. Замороженное, рис, там еще что-то. Мороженое. Мороженое я вам показывала, по-моему, в каком-то из других выпусков. А это йогурт, брокколи. И тут тоже какие-то замороженные штуки. Все, поехали дальше. На следующую точку, он прямо здесь рядом. Сейчас покажу, как выглядит этот магазин. Вот так он выглядит, точно не пропустите. Геоточки я постараюсь не забыть добавить под видео. Называется он Шаму. Надеюсь, что я правильно прочитала. Он достаточно большой. В отзывах, кстати, написано, что это самый большой зоомагазин. Ну, если вот для собак, для кошек, мне кажется, что да, самый большой. Здесь много чего есть. Ой, написано видео не снимать. Здесь сразу же вкусняшки пошли. Тоже большой выбор всяких вкусняшек, я так понимаю, они любят. Ой, из домиков, смотрите, сколько. Большой выбор. Ну, и домики я бы заказывала, опять же, на Taobao. Там очень классных много вариантов. Только сейчас брату рассказывала. Нашла вот такую мягкую штуку, и вот они здесь есть. Здесь, кстати, даже выбор больше. Он как раз с котом сейчас в ветеринарку поехал. Здесь лежаночки. Смотрите, как много. Клетки даже есть. Поводки. Это всякая косметика. Для кошечек. Косметики очень много. Я Оливеру тут и покупала шампунь с кондиционером. Мы его очень редко, но моем. Смотрите, какой выбор всяких штучек. Милота, милота, какая милота. Ошейнички, домики. Ой, точилки наверху еще есть. Он всякие в виде машинок. Так, сейчас пойдем в раздел грызунов. В раздел. Ну что, есть? Такого нет, а есть вот такие, это как раз для шуб-глайдеров. И сегодня придет нам. О, можно взять, да. Они точно подойдут, да? Угу. Ну да. Не отравятся, ничего. Кони не двинут. Давай вот эти возьмем. Это этот козье молоко же. Тут, кстати, баночек вот этих много вариантов. Такие. Вот то, что мы взяли. Дороже, да, получается? Ты взял по 75 там. Вот здесь 85 по карте. Сейчас еще пройдусь, покажу, что там есть. Если что-то нужно, то нужно ехать сюда. Вот здесь раздел. Ой, я все раздел говорю. Игрушки для котиков, собачек. 79 бат. Вот такие вот косточки. Такие по 72. Ой, по 47 даже они. Лежанки, клетки, миски здесь. Смотрите, сколько. Вот я иду, и вот пошли в веткорма. Так кошачьи. Мы тоже сюда заезжаем, берем. Вот, допустим, корма Royal Canin для стерилизованных. Без карты получается 849, по карте 805. Я советую оформлять карту, потому что с ней намного выходит дешевле. Она оформляется просто по номеру телефона, по тайскому. Вот, и всегда ее предъявляйте. 805 будет.
Здесь тоже корма. И там последний ряд с наполнителями. Ой, здесь наполнители. И вот наш наполнитель, который я там показывала. Здесь он 349. Я вообще на Лазарь заказываю, чтобы не заезжать. Здесь еще туалеты пластиковые. Но тоже это все проще сказать, надо мне никуда не ездить. Я пока ходила, здесь нашла отдел для глайдеров. Вот ложечка есть. Смотри, нам ложечка не нужна, кстати. Маленькая заказала. Есть вот такие вот сыр сладкий. А здесь, по-моему, календула, не знаю, что это. Вот такие еще угощения есть. Он пока не надо. О, маршмеллоу есть, смотри. А есть вот этот яйцо. Интересно, можно такие вот еще розовенькие? Сейчас. Вот яйцо и тофу. Можно потом будет заехать. Это клубничка. О, а это сушеные, смотри, эти креветки. 47. Вот, червяки. Червяки тоже есть 42 сушеные. Для белок еще здесь всякие есть. Хомячков. Так, и вот эти вот рыбные еще есть. Мы потом всего наберем, приедем. Вкусняшек малышам купим. Остальное тут для хомячков. Ну, кстати, выбор вообще отличный. Еще всякие штуки есть, типа наполнители. Нам они вроде не нужны, не знаю. Древесные для лягушек. Да, здесь выбор точно. А, здесь вот еще корма, и все это для грызунов. Для птиц. Ого. А, это отдел уже для птиц, да, тут птичьи. Все, в общем, есть, ребят, все есть. Если что, надо ехать сюда. Но мы поехали к нашим глайдерам. Кормить их молочком. Сегодня мы приехали вроде как мне сказали, в самый большой зоомагазин, где продаются не только товары для животных, но и разнообразные животные. Тут можно вроде как я в отзывах посмотрела, покормить больших черепах сухопутных. Тут очень много рыбок всяких. Мы ни разу в таком месте не были. Я искала какие-то рынки, где есть животные, подобные нашему питерскому птичьему рынку. Но здесь вроде такого нету. На каких-то вот таких небольших рынках есть отделы с животными, но там несколько буквально продавцов. И поэтому мы приехали сюда вот по наводке моей подружки. Они здесь купили змею, и мы посмотрим, что здесь продается. Вот так вот выглядит этот магазин. Вообще написано Fish Shop, но здесь вроде как все должно быть. Такой он большой. Я надеюсь, что мы приехали правильно. Я локацию обязательно оставлю. Он находится недалеко от Централ, торгового центра. Сюда заходим. О, тут уже сразу рыба. О, классно. Ой, какая большая. Ну что, пойдем посмотрим. Сразу же справа заходим, и тут отдел с рыбками, с различными кораллами. О, какая красота. Аквариумы готовые вот есть. Но тут цены нету, вон снизу. Ой, я такой видела в Китае, классно. И много-много-много-много рыбок, всяких разных. Тут что-то еще лежит. Нам как раз для аквариума нужна штука, которая чистит. Чистилка. О, кораблик. Класс. Да, и цены здесь вот по 45 рыбки. Вообще, они недорогие в Таиланде. Вот это пресноводные. И где-то здесь должны быть, наверное, еще для морских аквариумов рыбки. Ну, по 30 бат такие меньше. Наверное, у них, может быть, и доставка есть. Вау, какие большие. Вот такой аквариум, я бы говорила. Даньке предлагала в аквариум сделать, чтобы в нем только вот одного вида рыбы были. Это, по-моему, это тоже Angel Fish. Да, это Angel Fish. Вот такие вот большие по 250 бат. У нас такие есть в маленьком аквариуме, но у нас они маленькие. А для морского есть? О, что это? Егор, это как наши... Это корм для черепашек. Это как Джора. Да. Для Жоры. Сейчас посмотрим, что нам нужно. Это рыбный корм. А что-то здесь для морских аквариумов рыбок нету, похоже. Надо, может быть, куда-то в другое место идти. Да, вот такая есть. У нас сломалась. Я сломала выдвижную. У меня, в общем, вот здесь она переломилась. Я ее выдвигала, и на моменте, где вот она выдвигается, я ее переломила. Вот такая вот мы хотим взять, палка. А сколько она стоит? 90 бат. Вот такая маленькая есть. Мне нужен скребок, чтобы отскрести. Но что-то я здесь его не вижу. Наверное, тоже где-то есть. Тут еще всякие растения. Очень много всего. О, есть еще круглые аквариумы. Камни есть. Мы покупали для своего аквариума. Здесь прям такой выбор всякие разные. Ты видел, Дань, сколько камней разных?
видов. Это за килограмм цена получается 200 бат. И вон еще деревяшки всякие разные. Тут еще есть какая-то кафешечка, но она закрытая. Вот мы, получается, мы были вот в этом отделе. Теперь идем сюда. Здесь еще. О, какой аквариум классный. Ого, какой длинный. Алис, смотри. Ого, ничего себе. Ты кто такой? Блин, тут отсвечивает, не видно. Тут огромная какая-то рыбина. Вау. Это, наверное, скорее всего, пиранья. Классно. 5000 бат. Альбина паху, Black Barrett и паху. Я не знаю, паху читается правильно. 3000, 5000 бат за рыбу, представляешь? Просто магазин каких-то нереальных масштабов. Мы все идем, а теперь вышли в зону. Она, получается, на открытом воздухе, но крыша есть. И здесь огромный аквариум. Что здесь? Черепахи маленькие. Алиса, смотри, какие там рыбы. Роза, полуметровые такие. Сейчас покажу. Смотрите. Ну вот написано не кормить. Вон тут много зон, получается, таких бассейнов, где эти рыбки. Черепашки сейчас покажу вам. Черепашки здесь на входе были. Привет. Привет. Вот такие вот черепашки, большие достаточно. Это огромное, пытается все ко мне. Дали. Так, черепашки тоже продаются. Черепашки стоят 4, 3500 и 5600 за большую, я так поняла, вот эта вот дама. Мы дошли до зоны с хомяками. С попугаями. Вот, с попугаями. Морские свинки, Алиса тут меня позвала. Клетки, все это можно купить сразу. Но я вот не вижу цен на этих хомяков, наверное, нужно уточнять. Где? Морская свинка. Морская свинка. Вот попугайчики волнистые. Ну, тоже цен нету, да? Здесь какие-то... Какая красивая птичка. Разноцветная. Смотри, здесь какие красивые. Волнистые. Здесь всякое оборудование. В общем, цен нету, все надо уточнять. Есть еще отдельная зона. Здесь можно покормить сурикатов, черепашек, хомячков, игуаны там вот. Вот, стоит это 50 бат. Чтобы войти даже просто посмотреть на них, нужно платить 50 бат. Вон он какой. Блин, бедненький на поводке. Вон там он, сурикатик. Вон там он еще один лежит. И вот здесь игуаны. Но туда нам не пройти. Но я не буду платить 50 бат, заходить. Алисе вроде как не нужны фотографии с животными. А вот здесь вот, похоже, сидит в носочке. Не видно? Да, смотрите, ребят, вон нос. С этой стороны, видите, он спит. Там белка-летяга, но вам, наверное, не видно. Он в носочке сидит, здесь клетка очень похожа для белки-летяги. Ну, вот этот сахарный посум. Там внутри он спит, вон носик его. Мы вошли в следующую зону. Тут скаты. Сколько стоит? Так, стингрей. 13 тысяч бат стоит и 9 тысяч бат вот эта рыбешка большая. Тут, короче, огромная просто рыба. 15 тысяч бат скаты. А вот такой вот 15 тысяч лежит. Вот он. Здесь рыба пошла. И вот эта зона следующая. То есть мы, получается, вот там животных посмотрели. Здесь пошли опять рыба. И вон там аквариум. И, не знаю, возможно, это как раз-таки рыба для морских аквариумов. Короче, ребят, тут можно просто потеряться. Ой, мы дошли до зоны, где можно кормить черепашек. Тут есть маленькие, они на продаже, вот они лежат. А больших можно покормить, вон их много как. Хочешь сейчас покормить черепашку? Нет, смотри. Вот, смотри, какие они огромные. Смотри, они нарисованы. Они ждут, когда ты их покормишь. Там подписанные цифры на них. Ой. Дошли до последней зоны. Здесь тоже огромная рыба. Но цену не написано, нужно спрашивать. И все, на этом магазин заканчивается. Ох, какая огромная. И даже не подписанная. Не сильно в рыбах. В общем, резюмирую, магазин классный, но то, что нам нужно было, мы здесь не нашли. Корма даже для кошечек, для собачек, здесь такого вообще ничего нету, то есть для кошек, собак сюда ехать не нужно. Он и называется, в принципе, Fish Shop. Мы ездили именно в экзотический отдел, посмотреть, что есть, какие корма, какие клетки, и клеток в итоге нет нормальных. То есть они есть маленькие для птиц, а больших таких и наполнения для этих клеток здесь нету. Поэтому, как эксперт по Китаю, советую пользоваться Taobao, потому что на Lazada и Shopee нет такого классного
классного выбора, как в Китае я нашла на Тао. Все это приедет к вам за 7-10-14 дней, ну, в зависимости от удаленности магазина. И там будет просто такой выбор, которого здесь, в Таиланде, к сожалению, нет. Может быть, где-то есть, но вот я говорю, даже на Лазаде я смотрела, там не было никаких таких нормальных клеток. Самые-самые простые и самое простое наполнение. Но еду мы для посумов нашли на Лазаде, поэтому еду точно будем на Лазаде заказывать, корма. Вот. А все остальное, игрушечки, мы будем заказывать на Taobao. Поэтому ждите, будет много распаковок, будет много интересных обзоров.